пациента. В 2008 году была операция удаления аппендикса. В 2011 году начались проблемы с кишечником, спастический запор, боли разного уровня интенсивности в районе пупка, признаки перемежающегося сужения кишечника. Иногда бывают еще боли в желудке, вплоть до спазма привратника кишечника. Одновременно начался хронический вазомоторный ринит, до 2015 года сидел на сосудосуживающих. Потом после лечения симптомы стали менее выраженными, но периодически возникает зуд в носовой полости. При ОРЗ сильный насморк и отечность. Также есть определенные неврологические симптомы, хроническая усталость, немного пьяная походка без нарушения равновесия, легкая забывчивость. Подозреваю компрессионный стеноз чревного ствола, как следствие хронический ишемический колит. Прошел КТ-обследование сосудов брюшной полости, в заключении патологии не выявили, но есть вопросы. Прокомментируйте еще качество самих снимков. Мне кажется, что для современного 160-слойного томографа оно не очень хорошее. Консультативное заключение по представленным КТ-томограммам пациента 27 лет. Дата исследования – 22 сентября 2020 года. Область исследования – КТ-ангиография брюшной аорты и ее ветвей. На всем протяжении ход брюшного отдела аорты правильный, патологической извитости, компрессии, патологического расширения, аневризм сосудов в зоне сканирования нет. Атеросклеротических бляшек, кальциноза стенок сосудов также не выявлено. При внутривенном болюсном введении контраста, сосудистое русло заполняется контрастом правильно, дефекты наполнения сосудистого русла не выявлены. Диаметр брюшного отдела аорты и ее ветвей в пределах возрастной нормы. Диаметр брюшного отдела аорты проксимально 20 мм, на уровне бифуркации 16 мм. Диаметр чревного ствола 5,7 мм, верхней брызжеечной артерии 7,3 мм, правой почечной артерии минус 4,9 мм, левой почечной артерии 5,2 мм, нижней брызжеечной артерии 3,5 мм, правой и левой общей подвздошной артерии 11 мм. Визуализируются множественные мезентериальные лимфоузлы размером до 11 на 10 мм, немногочисленные параковальные и параартериальные лимфоузлы размером до 13 на 8 мм. Обращает на себя внимание участок железистой ткани правой грудной железы 17 на 19 мм. В остальном патологические образования в зоне сканирования не выявлены. Заключение: убедительные КТ-признаки патологии брюшного отдела аорты и ее ветвей не выявлены. КТ-картина лимфоаденопатии живота, правосторонней гинекомастии. Рекомендовано МРТ гипофиза с контрастом, консультация гастроэнтеролога, эндокринолога. Ассистент кафедры КМН. Котов Максим Анатольевич. Комментарии врача-рентгенолога. Собственно, с брюшной аортой и ее ветвями. У вас все в порядке. Стеноза, аневризм, патологической извитости. Ничего этого нет. Есть увеличение лимфоузлов в животе, в том числе брызжейки кишечника. Это может быть признаком хронического воспалительного процесса в кишечнике, дисбактериоз. Колит. С этим нужно к гастроэнтерологу. Также увеличена железистая ткань правой грудной железы, это следствие гормональных нарушений, надо сделать МРТ гипофиза с контрастом и посетить эндокринолога. По поводу качества снимков, сами сканы хорошие, толщина всего 0,3 мм, от этого некая размытость. Но контраста в сосудах мало. Плотность всего плюс 240 плюс 250 Хаунсфилда, чтобы картинка была как в учебнике, надо плюс 300 плюс 350 Хаунсфилда и выше. Тут возможно два варианта: ввели мало контраста или просто не попали в фазу сканирования. Вопрос пациента. Если делать МРТ гипофиза с контрастом, важно, чтобы было 3 Тесла или достаточно 1,5. Какие анализы посоветуете делать перед консультацией врача? Ответ КМН. Котова. Практической разницы нет. 1,5 тонны вполне хватит. Гинекомастия – патологии молочных желез у мужчин, проявляющиеся одно- или двухсторонним увеличением их размера за счет гипертрофии железистой или жировой ткани. Может регрессировать самостоятельно. Молочные железы при гинекомастии могут достигать от 2 до 10 см, обычно около 4 см в диаметре. Гинекомастия доставляет мужчинам физический дискомфорт и психологические трудности. Симптомы гинекомастии. У новорожденных отмечается незначительное нагрубание и увеличение молочных желез, иногда с молозивоподобными выделениями.
При взрослых формах гинекомастии молочные железы могут увеличиваться от 2 до 10-15 см в диаметре и достигать массы до 160 грамм. Увеличивается сосок, ареола становится резко пигментированной и расширенной до 2-3 см в диаметре. Изредка отмечаются молочного вида выделения из соска. Могут отмечаться чувство давления, повышенная чувствительность сосков, дискомфорт при ношении одежды. При односторонней гинекомастии увеличивается вероятность опухолевого поражения грудной железы. Гинекомастия, вызванная гиперпролактинемией, сопровождается олигоспермией, импотенцией и симптомами поражения центральной нервной системы. Гинекомастия у бодибилдеров, развивающаяся в результате приема стероидных гормонов, проявляется схожими симптомами: увеличение молочной железы, зуд и чувство дискомфорта вокруг сосков, отделяемое молочного цвета. Диагностика гинекомастии. Опрос пациента о течении заболевания и оценка возможных факторов риска гинекомастии. Внешний осмотр, включающий в себя тщательное исследование не только области молочных желез, но и других органов. Биохимический анализ крови с определением гормонального статуса пациента. Маммография, рентгенологическое исследование молочных желез. КТ и МРТ. УЗИ молочных желез. Биопсии с последующим гистологическим исследованием. Прогноз при гинекомастии. Гинекомастия новорожденных и подростков характеризуется благоприятным течением. В постпубертатном периоде гинекомастия исчезает в течение 2 лет у 75 юношей, в последующие 3 года – еще у 15. Исход при патологических формах гинекомастии зависит от возможности устранения причины заболевания. Прогностически более благоприятна лекарственная гинекомастия, менее – гинекомастия, вызванная хроническими заболеваниями. Длительное течение гинекомастии повышает вероятность возникновения рака молочных желез у мужчин.